Ребята, привет! Предлагаю вам решить вот такую колористическую задачу. Кстати, зачем вообще решать колористические задачи? И что такое колористическая задача? Давайте разбираться на конкретном примере. Допустим, к вам пришла клиентка вот с такими волосами и просит на словах сделать светлее, уйти от Total Blonde, потому что надоело так часто краситься, и убрать этот противный рыжий цвет. В этот момент вы уже решаете колористическую задачу, потому что вы в своей голове отвечаете на следующие вопросы. Насколько светлее, насколько холоднее нужно сделать цвет? Чем красить, с чего начинать? Если я использую эту идею, что получится? Будет ли это соответствовать тому, что просит клиент? Если я сделаю, например, смывку или обесцвечивание, то не отвалятся ли волосы? Конечно, если клиент может показать фото желаемого результата, мы уже имеем ответы на несколько этих вопросов. Фото может быть примерного результата, тогда мы понимаем, что просит клиент и в какую сторону мы можем двигаться. А может быть фото самого клиента. В этом случае мы поймем, что такое действительно можно сделать на волосах этого человека. И этот цвет, этот оттенок действительно подходит ему. Ведь не стоит забывать, что зачастую клиент не понимает, подойдет ли ему цвет волос, который он придумал, будет ли хорошо к его лицу. Мы будем из кожи вон лезть, чтобы выполнить заказ, а в результате человек останется недовольный только потому, что этот оттенок ему не подходит. Или человек нашел картинку в интернете и думает, что это отфотошопленное реально сделать на его волосах. Это не отвалится, и это всегда будет выглядеть так и не будет меняться со временем. Плюс оно будет всегда так уложено. Короче, надо всеми способами вернуть клиента в реальность. Итак, глядя на базу клиента и картинку желаемого, первое, что нам нужно сделать, написать в цифрах, что мы имеем. Почему в цифрах? Потому что профессиональные колористы разговаривают цифрами. Колористика – это математика, физика, химия, психология. Плюс немного технологий и стиля. Согласны? Вернемся к нашей задаче. База, с которой пришла клиентка, натуральные корни 6 уровня, рассеянная седина 30%, длина примерно 10 уровня очень теплого, плотного золотисто-медного тона. В нумерации Schwarzkopf Professional это 1057. Задача вывести в более светлый, холодный тон с плавным переходом к своим натуральным корням, чтобы при отрастании не было видно четкой границы. В данном случае нам не обязательно писать в цифрах финальный результат. Нам достаточно понимать, что он должен быть светлее не менее чем на 3-4 тона, иначе мы не увидим визуального эффекта рассветления. Кстати, многие мастера сами не могут различить 10 и 12 уровень глубины тона волос. А теперь вопрос. Как бы вы решили такую задачу, которая поставлена перед вами? Опишите свою идею, какими красителями вы бы воспользовались и в какой технике стали бы работать. Учитывать ли процент седины в прикорневой зоне? Обратите ли вы внимание на состояние волос и их пористость? Жду ваши комментарии, а мой вариант этого окрашивания я расскажу вам в следующем видео.